Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание мусору в доме. Поговорим о том, почему именно мусор в доме привлекает нищету, безденежье и проблемы. Как правильно быть с мусором, когда его выносить, что нужно делать далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Как только у человека появился дом, в этом доме и появился мусор. И вы знаете, археологи, историки находят до сих пор мусор на стоянках первобытного человека. И он рассказывает многое о жизни наших первобытных предков. Поэтому вполне естественно, что мусор стал героем многих народных примет, традиций и суеверий. И давайте в этом видео уделим внимание мусору в доме. Вы знаете, нельзя никогда выносить мусор после захода солнца. Это, пожалуй, наверное, самая известная примета на эту тему. И все мы знаем, что с наступлением темноты нельзя выносить мусор. А вот относительно того, что может быть результатом этого запрещенного действия, мнения расходятся. По одной из версий, нарушившему это неписанное правило грозит быть ограбленным, а по другой, человек может стать объектом сплетен. Кстати, эта версия не лишена рационального зерна, ведь так вы можете действительно дать повод любопытным соседям поразмышлять о том, что же такое вы выкидываете, что надо обязательно скрыть в темноте от посторонних глаз. Также и есть версия для любителей мистики, потому что с наступлением ночи активизируются злые силы, которые могут воспользоваться выброшенными предметами обихода в своих темных целей. Какая из версий верная, решать только вам. Но на всякий случай все-таки лучше воздержаться от порывов, избавиться от хлама на сон грядущий. Помните о том, когда вы переезжаете в новый дом, заберите мусор с собой. Если вы были счастливы на старом месте, то заберите мусор с собой. А вот если несчастливы, то выбросьте его, но так, чтобы никто не видел. Как бы там ни было, но в этой примете тоже есть скрытый правильный посыл. В любом случае не стоит оставлять после себя мусор, когда вы переезжаете. В конце концов, это просто некрасиво. Далее, девушкам нельзя оставлять мусор на полу во время уборки, иначе муж будет рябым. Сегодня, конечно, эта народная примета уже, наверное, не несет скрытого смысла, но раньше имела вполне прагматичную подоплеку. И как в старые времена выбирали жену. Правильно, старались выбрать хозяйку получше, а значит, обращали пристальное внимание на качество уборки в том числе. И девушкам тоже хотелось мужа попривлекательнее, а такой выбирать лентяйку не станет. Так что эта народная примета в какой-то степени и стимул для девушек, чтобы стараться быть прилежными и хозяйственными. Глядишь, и в доме у них будет царить совет да любовь. Помните о том, что нельзя выбрасывать вместе пищевые и непищевые отходы. Нарушившим это правило грозит бедность. И несложно понять, почему появилась именно такая народная примета. Пищевые отходы шли на корм домашним животным, тем же свиньям. А вот если выкидывать мусор вперемешку, то использовать пищевые отходы с пользой у вас уже не получится. Как видите, раздельный сбор мусора практиковался еще и в старину. Следующее, друзья, что нельзя сделать с мусором, нельзя выбрасывать мусор в окно. Тем, кто ленится выбросить мусор в ведро, грозят неприятности. В
В принципе, народная примета не лишена актуальности и сегодня. Летящий из окон мусор действительно может доставить неприятности тому, кто избавляется от него таким способом. Как минимум, вы рискуете испортить отношения с соседями, а то и будете вынуждены заплатить штраф. Кстати, штраф за выброшенный в неположенном месте мусор может достигать и до $100. Так что хорошо подумайте, прежде чем пренебречь этой народной приметой. Как видите, многие народные приметы являются не просто суевериями, а имеют вполне логичное обоснование. А вот следовать этим правилам, признав их разумными, или же не следовать, посчитав их утратившими актуальность для современного человека, это уже на ваше усмотрение. И напоследок хотелось бы привести высказывание современного американского психолога и писателя Джонатана Келлермана. Когда собирается слишком много мусора, самое лучшее убрать его. И с этим сложно поспорить. Так что, друзья, уважаемые наши слушатели и гости канала Код Изобилия, все-таки избавляйтесь от мусора. Также время от времени пересматривайте свои старые вещи, открывайте свой гардероб и делайте там ревизию. Убирайте те вещи, которые вы уже не носите более 3 месяцев. Кто-то скажет, а если более полгода или год? Если вы не часто носите какие-то вещи, но все-таки носите, тогда пересмотрите. Но в любом случае уделяйте внимание всему тому хламу, который есть в вашей квартире или в вашем доме. Потому что это энергетика застоявшаяся, которая несет негатив в вашем доме. Есть такие вещи, как, например, пальто, куртки, возможно, пиджаки, которые вы носите, но в определенный период времени. Обязательно в таком случае в летний период вынесите это на улицу, для того, чтобы ваши вещи пропитались солнечной энергией, энергией позитива, энергией радости и энергией любви. И тогда эти вещи вам будут еще больше приносить больше позитива, больше изобилия, больше радости. Уделяйте внимание также и своей кухне, обращайте внимание на то, например, какие-то крупы, возможно, например, посуду, которая вам уже не нужна или вы ней не пользуетесь, а вам просто жалко. Запомните, что те, кто жалеет, тот и то получает. Никогда не жалейте, потому что в Вселенной всегда есть баланс. Энергия изобилия, энергия богатства, она присутствует. И только вы своими руками, своими словами закрываете этот доступ. Пожалуйста, пересмотрите свои взгляды на жизнь и обязательно увидите, как ваша жизнь изменится. С вами, как всегда, был Код Изобилия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а в комментариях обязательно напишите «Принимаю» и «Благодарю». А мы прощаемся, друзья, и услышимся в следующем видео.